Привет! Это большое путешествие по берегам юго-восточного побережья нашего Приморского края. Ежовая, остров Петрова, Глазковка, мыс Четырех скал и самый красивый маяк Балюзика в одном видео. Мы с вами проедем по самым живописным точкам восточного побережья Приморья, начиная от Находки и практически до Кавалерова, посетив по пути прекрасные бухты и заповедные места. Ну а прямо сейчас тизер. Тизер. Не планируя изначально, наше летнее путешествие в этот раз прошло в основном по морям. Первым делом мы решили начать с бухты Ежовая, которая находится за городом Находка. Нужно только немножко проехать по направлению от поселка Врангель к Приозерью. Обычно участок грунтовки от поселка Врангель вполне проезжабелен. Кроме последней мили особых проблем у легкового автомобиля не возникнет. Еще обратите внимание, что за проезд к Ежовой по территории базы отдыха требуют 300 рублей. К сожалению, другого пути нет, но можно пойти пешком, и это займет около получаса. А если вы захотите там остаться на ночь, то придется доплатить еще 500 рублей. Чеки они, кстати, тоже не выдают, ну или по крайней мере нам тогда не дали. Мне кажется, чтобы прочувствовать красоту этих мест, нужно замедлиться. Походить по этим скалам, встретить закат, насладиться видом. Видео? Да. Можно не кривляться, а? Кстати, как вы больше любите путешествовать по природным всяким достопримечательностям? Бегом, но много, так как часто ездить не получается, или неспешно исследовать и прочувствовать одно новое место за поездку? Напишите в комментарии, это правда очень интересно. Мы решили замедлиться по полному и остаться на ночевку, хотя по первоначальному плану должны были двигаться дальше в Приозерье. Солнце садилось, мы наслаждались закатом и готовили нехитрый походный ужин. Оказалось, остались мы тут не зря. Небо порадовало звездами и удалось сделать интересную фотографию кекура самурай. Жан, доброе утро. Ну чё, как спалось? Да хорошо в целом. Утро встретило штормовым ветром, но от этого море стало еще прекрасней.
Вообще в этом районе довольно много достопримечательностей. Например, рядом Чертов палец и долина Атлантов, а также не менее интересная бухта Окунева и мыс Лисученко. Но о них я как-нибудь расскажу в следующий раз. Ну и мы поехали дальше. Друзья, пишите ваши комментарии к видео. Друзья, пишите ваши комментарии к видео, критика, предложения, все что угодно. Это здорово помогает продвигать канал и в целом мотивирует меня на продолжение деятельности. Конечно, объять все пляжи и красивые места, моря в одном видео практически невозможно. У нас много таких мест. Но есть такие знаковые точки, которые, я считаю, обязательно нужно посетить. И одна из них — это остров Петрова. Прежде чем ехать на остров Петрова, мы озаботились пропуском в составе экскурсии. Количество гостей острова в сезон ограничено, так что сначала нужно узнать о такой возможности в администрации Лазовского заповедника. Дальше приезжаем на кордон, идем в администрацию и узнаем, когда собирается ближайшая группа. А лучше всего приезжать пораньше, так у вас будет больше шансов попасть на остров. Море бывает изменчиво и высокую волну экскурсии отменяются. И сразу же небольшая ложка дегтя. Перед островом на материке есть большой пляж, но он целиком оккупирован базой отдыха, кроме небольшого кусочка, который принадлежит Лазовскому заповеднику. Жилье на пляже на любой вкус. Это и домики, и глэмпинги, и просто места для палаток, но, к сожалению, не скажу, что на любой кошелек. Цены на этой базе кусаются. Например, стоимость аренды поляны составит от 1200 рублей, а небольшой домик обойдется вам уже от 12 тысяч. При этом денег хотели с нас взять за все. За проход каждого человека, плюс за проезд машины и за место под палатку, раз мы ночуем в машине. Как вы понимаете, ночевать мы остались в другом месте. Жилетики одеваем. А пока мы плывем, пока мы идем на остров, я перескажу немного Википедии. Остров Петрова нашими соотечественниками был открыт в 1860 году и назван в честь морского офицера Александра Петрова. Сейчас остров — это естественный ботанический сад и многослойный археологический памятник. Остров Петрова был обитаем примерно с 8 тысячелетия нашей эры и вплоть до нашего средневековья, и одно время слыл резиденцией Бахайского царства. А примерно с 8 века и до 19 его населяли китайцы, которые считались морскими разбойниками этих мест. То есть, понимаете, этакие свои пираты Японского моря. Хочу заметить, что места тут по красоте вполне подходят для пиратского фильма. Еще на остров, да и на весь юг Приморья периодически выбрасывают северокорейские шхуны, которые добавляют пиратского антуража этим местам. Так вот, эти китайцы тогда и высадили здесь тисовую рощу. Историки говорят, что для религиозных целей. А вообще само дерево тис появилось еще при динозаврах и дошло до нас почти без изменений. В общем, много всего интересного, об этом вам обязательно расскажет гид, который будет сопровождать на острове. Протяженность маршрута составляет также 2 километра, будут как подъемы, так и спуски, поэтому никуда не торопимся. Внимание на карту, сейчас мы находимся здесь на нижней точке. В течение первого часа мы с вами добираемся до первой смотровой площадки. Здесь у нас будет порядка 15 минут, как будет удобно, будем начинать подъем. Высота ответственных скал здесь порядка 80 метров. Отсюда начинается крутой подъем. После крутого подъема мы добираемся с вами до наивысшей точки 113,7 метров. Отсюда в течение получаса идем на спуск, добираемся до второй смотровой площадки. В свою очередь, на этой смотровой очень красивые виды, поэтому если у кого-то мало памяти или низкий заряд на телефоне, оставьте на вторую смотровую. И отсюда мы спускаемся и попадаем на эту же самую точку, только с другой стороны. После того, как остров был открыт, он заинтересовал многих ученых, первыми из которых остров посещала экспедиция Тирха в 1935 году. После них в 60-е годы остров посещали археологи, которые на тот момент, нарушая уже на тот момент существующий заповедный режим, они остров все-таки покопали. И с 2007 года и по сей день остров посещают специалисты Института истории и этнографии народов Дальнего Востока. Здесь они уже, естественно, не копают, у них свои методы. На острове никогда не было пожаров, и то есть вот эта растительность, которая здесь есть, она вся очень старая.
И ботаники, которые приезжают сюда пополнять свои знания, они, пройдя буквально по этому же самому маршруту, могут за сутки здесь найти то, что на материке искали бы неделю. То есть плотность и разнообразие здесь высокое. В глубине острова есть единичные деревья, которым насчитывалось до 1500. Просто вдумайтесь, тисовой роще на острове Петрова, по оценкам ученых, около 1200 лет. Древесина тиса тяжелая, почти как железо, и тверда почти так же. Викинги когда-то делали из нее гвозди для своих кораблей. А еще его сок ядовит и может вызывать аллергию и даже ожоги. Кроме тисов, на острове еще много различных эндемиков нашего края. Например, женьшень, элeuтерокок, ораль, лимонник. Здесь у нас бархат амурский, одно из самых приятных на ощупь дерева. Можете его потрогать, кора у него мягкая, теплая, пружинит. Вот. В советские времена в промышленных масштабах заготавливали пробковый слой, то есть дерево само не спиливалось, снимался нужный им вот этот слой коры. Дерево со временем заживляло раны, и таким образом можно было использовать еще раз. После чего его начали массово выпиливать, и по сей день вырубка его повсеместно запрещена. Один из 5 бахайских источников, сохранившихся еще с тех времен. Из этих 5 2 будут у нас по пути, как раз таки один здесь на входе, второй будет на выходе. Остальные 3 у нас в глубине острова. И также, когда открывались эти источники, почти на самом верху, в глубине острова, был найден еще один источник. Он был гораздо больше, и там же были найдены каменные желоба. То есть бахайцы в свое время придумали простейшую гидросистему. Поднимая эти желоба, они подавали воду на нижние источники тогда, когда это требовалось. То есть крупных животных здесь никто не проживает, но зачастую сюда переплывают олени в целях защиты, потому что на материковой части их довольно часто гоняет тигр. Переплывают сюда, в период цветения черемши они объедаются этой черемши, обычно дня 2 отлеживаются и переплывают обратно. Вот. Также был зафиксирован единичный случай, когда сюда переплывал гималайский медведь. Это было начало июля. Не буду выкладывать все спойлеры экскурсии, чтобы вам было интересно при посещении. Но мы были тут в первый раз, наверное, 5 лет назад, и за это время новых легенд не прибавилось. Что, конечно, неудивительно, некоторым деревьям больше 1000 лет, время здесь течет сильно медленнее, чем на материке. Я искренне советую вам приехать сюда хотя бы один раз, чтобы насладиться видом и прикоснуться к древней истории этих мест. А еще на острове можно загадать желание, которое обязательно сбудется, проверено лично нами. Тачингоуза, или бухта Проселочная, тоже находится в Лазовском заповеднике, но с другого его края, недалеко от поселка Глазковка. Оказывается, и сюда нельзя попасть просто так, на въезде стоит кордон заповедника и пропускают только организованные группы по предварительной заявке. Мы могли бы пройти пешком по берегу, но, разведав дорогу, решили остаться в предыдущей бухте Кит. Тем более, что за нелегальное посещение заповедника можно получить штраф 4000 рублей на каждого человека. Мы оказались практически одни на таком огромном пляже. Раньше в Глазковке был завод по производству морской капусты и разведению лососевых, но сейчас все заброшено. Еще в бухте расположен остров Опасный. Примечательный он тем, что на нем в советские времена тренировалась олимпийская сборная Эстонии по дайвингу. Чем-то эти места похожи на то, что я видел о Сахалине. Такие же длинные каменистые пляжи, сопки и холодное море восточного побережья Приморского края.
Еще я люблю Приморье за разнообразие. Немного отъехал от моря, и вот смотри, тебе тайга, вот горы, вот совершенно другие пейзажи. Это я к тому, что по пути в Ольгинский район мы решили заехать проверить, как там Милоградовка. Этим летом мы побывали в самом заповеднике и даже видели настоящие тигриные следы. Правда, это не формат сегодняшнего видео, поэтому, если хотите отдельное видео о Милоградовке и о тиграх, напишите об этом в комментарии. А еще у меня на YouTube-канале довольно много видео уже о походах по горам и водопадам нашего края. Так что ссылочка на плейлист будет в первом закрепленном комментарии под видео. И не забудьте подписаться. Что, взяли подкрепиться? Да, дорога нас ждет длинная. Я придумала, юморное наткнение. Меня не снимай, снимай своего медведя, а я такая сделала. Съешь меня. Мы едем сейчас в Тимофеевку. Ехать нам часов 7, но мы взяли подкрепиться. Вот и настала заключительная часть нашего путешествия по берегам юго-восточного Приморья. Мы отправились почти на север, в Ольгинский район, так как нас там заждались еще две достопримечательности. Если вы поедете через Кавалерово, то обязательно загляните в их маленький, но замечательный парк прямо в центре города. Вот уж не ожидаешь встретить что-то такое здесь. Строительство парка было начато 4 года назад, и за это время тут появился пруд с карпами, альпийские горки, множество интересных цветов и растений. Я даже не припомню ничего похожего во Владивостоке, разве что ботанический сад. Но этот парк бесплатный для всех. Хочу напомнить, что все места и достопримечательности из этого видео можно добраться просто по навигатору, поэтому не хочу тратить ваше время на описание дороги. Кроме того, во всех знаковых местах нашего края уже установлены вот такие коричневые указатели, по ним тоже можно ориентироваться. Почти добравшись до мыса, машину можно оставить в начале крутого подъема, так как дальше дорога будет только для джипов. Пройти всего останется 1,5 километра, но мы решили попробовать проехать. Я, пожалуй, пойду пешочком. Меня бросили. Такой оператор нам не нужен. Дождь идет! И ветер. Дорожка, конечно, на мыс 4 скал. Не для слабонервных авто. Ну что, проедем? Да проедем, пошли. Как ножки? Отлично. Я тут вас подожду. Все? Поднявшись, мы обнаружили, что погода испортилась и налетел туман. Но мы были уверены, что мыс еще предстанет перед нами во всей красе. Погода здесь меняется просто молниеносно. Решили вздремнуть с видом на скалы. Мы заехали утром, а тут, оказывается, лагерь есть. Люди ночевали в палаточках. Мыс 4 скал является одной из визитных карточек Ольгинского района. Географически это все полуостров Ватовского. А сам он состоит из отвесных скал высотой до 130 метров, от чего происходит его название. Кстати, когда-то эта бухта считалась возможным местом высадки японского десанта. Рядом в заливе Владимира было несколько военных частей, в том числе база подводных лодок. Да и до сих пор некоторые военные части здесь остались. Идем на самую первую скалу из 4, на которую можно подняться.
После посещения вершины мы спустились и на сам пляж. Неудивительно, что сила и красота этих мест могут вдохновлять на творчество. Мыс притягивает художников и фотографов со всей страны. Вдохновляет он и поэтов. Кедрач, поросший диким виноградом, смола сосновая, лимонник на губах, и пальцы желтые пропахли самосадом, а шум и грязь остались где-то в городах. Меж сопок уссурийских реки чистые, вода студена, камни острые, воздух свеж. На склонах травы изумрудные душистые, и к океану спуск, базальтовый манеж. И как мальчишка, кубарем скатившись на гальку звонкую, душой возликовал средь красоты, как в сказке очутившись в молчании симфоническом меж скал. И гладь зеркальная седого океана незыблема в безветрии была, и снисходительно, как Лаура Ветлану, и тело грешное, и душу приняла. Мыс 4 скал, как естественный наркотик, поселок Ольга, человеческий магнит. Рапсодия океана смесь, скалистый готик, глаза закроешь, вновь к себе манит. Раз уж мы в этом районе, то мы не можем не заехать на маяк Балюзека. С противоположной стороны от мыса Ватовского расположена финальная точка нашего путешествия – маяк Балюзек. Из Тимофеевки едем по направлению к поселку Ракушка. Проезжаем дальше Веселый Яр. Тут, кстати, самая большая пещера в Приморском крае. И еще немного нам нужно подняться на сам мыс. Как на Русском острове, кстати. Что интересно, маяк находится на одноименном полуострове, названном в честь Льва Федоровича Балюзека, артиллериста корвета «Америка», а в дальнейшем представителя России в Китае. Только мы подобрались к маяку, как сразу испортилась погода. Хотя, ну как сказать испортилась, очень даже, по-моему, наоборот. Какой дождь пошел. Обалдеть. Ну какова красота. Какова красота, какова красота. Вот это нам везет с погодой. Вот это красотища. Совсем вот прям рукой подать. Какая радуга. Наконец дождик кончился, и мы решили прогуляться к маяку. Самая красивая тропинка ведет к нему по скалам. Отсюда получаются самые лучшие фото. На этот раз у меня получилось сделать ночной вид. Интересно, что построили этот маяк в 1936 году, а уже позже на него был установлен фонарь, который и сейчас помогает морякам находить верный курс. В хорошую погоду его видно за 40 километров. Наверное, это самый красивый маяк в Приморском крае и лучшее завершение нашего летнего путешествия по берегам Юго-Восточного Приморья. Путешествуйте больше, любите свой край, любите Приморье. Оно красивое. Thank you.